Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я проведу аналитику на два видео Тимы Морозова под названиями «Ночь с полтергейстом в полностью заброшенной деревне» и «Реальный призрак оставил следы присутствия». На этот раз Тимофей отправился для съемок в деревню Осмерицы Плюсского района Псковской области. Как всегда по старой доброй традиции, начнем наш обзор с рубрики «Разрушитель мифов». В самом начале первого видео, когда Тимофей только подходил к деревне, некоторые зрители заметили непонятное движение то ли какого-то животного, то ли человека. При ближайшем рассмотрении мы понимаем, что это обычное движение колоска на ветру и изменение ракурса съемки. Следующий момент, который ввел в заблуждение зрителей – свечение в окне одного из домов. В первую очередь обратите внимание на состояние этого дома. Крыша обвалилась, сам дом дышит на ладан. Ввиду отсутствия крыши в дом проникает свет сверху, а движение Тимофея просто открывает нам на это обзор. Судьба голубя очень взволновала подписчиков Тимофея, мало кто остался безучастным. Зрители переживали за его здоровье и психическое состояние. Спешу успокоить, данная птица никогда не была живой и была сделана из резины то ли как элемент декора, то ли для использования в качестве приманки для охоты. Скорее всего, это и вовсе не голубь. Множество различных звуков были приняты зрителями за какие-либо слова. Например, когда Тимофей задевает штору и она трется о микрофон. Или же когда он задевает вещи при движении. Когда неудачно громко ставит ногу на пол. Когда запись звука идет на встроенный в экшн-камеру микрофон и при движении камеры возникает характерный звук, принятый зрителями за кашель. Я думаю, наверное, что очень часто. Также кто-то принял за слова наложение звука дыхания Тимофея и какой-то раздавшийся издали клич, больше похожий на лай собаки. Откуда в заброшенной деревне взяться собаки? Все просто. Недалеко располагаются охотничьи угодья, о чем Тимофей не раз говорил и в этой серии видео, и в предыдущей. Вполне вероятно, что мимо деревни проходила группа охотников. Может быть, это была отправная точка их маршрута, или же они облюбовали это место для стоянки. Это кто-то стреляет, походу, из охотников. Я не видел, но слышал машины, как бы вдалеке проезжали. Этим же можно объяснить и странный клич, который зрители услышали на 26-й минуте и 17-й секунде первой части видео. Но где-то и слова самого Тимофея были приняты за проявление ЭГФ. Также были и иллюзии, вызванные игрой света и тени. Например, кто-то принял за призрачный силуэт движение тени, отбрасываемой ножкой перевернутой скамьи. Источник света здесь – камера, и таким образом при движении Тимофея скамья освещается с разных ракурсов, что и создает эту иллюзию. На данном фрагменте, скажу сразу, никто не выглядывает из-за двери. Все дело в расположении Тимофея относительно двери. Сначала он находится немного сбоку, что позволяет ему как будто заглянуть в помещение, но затем сдвигается правее, и уже дверь перекрывает находящийся в комнате источник света. Ничто не вечно, также и краска со временем трескается, облупляется, где-то выступает, где-то прилегает плотно к поверхности. При боковом освещении неровной поверхности какие-то участки подсвечиваются, какие-то отбрасывают тень. Таким образом и появляются иллюзии лиц, фигур и силуэтов, как и на данном фрагменте видео. Теперь перейдем к разбору самого видео. Изначально Тимофей собирался посетить другой дом, в котором он был ранее, но поскольку в прошлый раз он добрался до деревни только к ночи, то на этот раз решил исследовать и остальные строения. Внимание Тимофея привлек тот самый дом, в котором впоследствии он и снял два видео. Что же повлияло на его выбор места съемок? Во-первых, в том доме поломалось крепление рюкзака, а во-вторых, Тимофей оставил в нем пакеты с вещами. Этот дом как будто подавал своеобразные знаки Тимофею, и тот откликнулся. Как будто какие-то знаки. Я здесь. У меня здесь порвался рюкзак. Ну, он не порвался, а отломалась пластмассина. Здесь я забыл пакет свой с едой, с ботинками. В связи с этими всеми знаками. После обустройства своего нового, хоть и временного пристанища, Тимофей начал осознавать странное чувство тревоги, росшее в нем. При просмотре видео у меня сложилось впечатление, как будто я слышу монотонный низкочастотный звук, некий гул. Источник этого гула для меня загадка. Был ли это работающий вдалеке двигатель машины каких-либо охотников, паранормальная ли активность или же плод моего воображения, неизвестно. Но обычно такое звуковое сопровождение и вызывает у человека чувство тревоги, страха, угнетения. Какая-то у меня тревога. Какая-то у меня тревога.
и оставаться Техника в доме тоже чувствовала себя некомфортно. И фонарь Тимофея, дающий блики, но моргает. и периодически возникающие звуковые помехи на экшн-камере. И быстрая разрядка аккумулятора у видеорегистратора ночного видения. Поскольку не все окна в доме сохранились, и Тимофей не знал, чего ожидать от этой деревни, да еще и в разгар охотничьего сезона, то он решил заблокировать все внутренние двери ради собственной безопасности. Уже в первую ночь стали происходить непонятные и необъяснимые явления. В первую очередь это металлический звук, с которым ударился о пол гвоздь, фиксировавший дверь. Во вторую уже звук шагов. Скажу сразу, я не считаю, что гвоздь мог упасть самостоятельно, без посторонней помощи. Обратите внимание, что дверь не захлопывается, а наоборот, находится под уклоном и норовит открыться. Чтобы ее закрыть, Тимофею пришлось приложить усилия, затем только вставить гвоздь в проушины, петли для навесного замка. В таком положении гвоздь был хорошо зафиксирован двойным упором в проушинах, и для того, чтобы он потерял точку опоры и мог свободно выпасть, пришлось бы сначала придавить дверь, закрыв ее полностью. Конечно, первая мысль, посетившая Тимофея в тот момент, в доме кто-то есть. Но при условии того, что все входные двери были закрыты, подозрение пало на подвал. Да, все зрители помнят тягу Тимофея к подобного рода помещениям и чем это обычно заканчивается. Но в данном случае опасаться было нечего. Крышка подвала была в устойчивом положении у стены и даже при условии падения не смогла бы обеспечить такого точного попадания, чтобы зафиксировать лаз. К тому же, как оказалось, из подвала ведет ход на улицу. Падение кубика, как и тары субстанции, напоминающей Землю, я считаю паранормальным проявлением, тем более учитывая повышенные показания на электромагнитном измерителе возле этих объектов. Ко всему прочему, многие зрители строили предположение, что в той пластиковой банке находится чей-то прах или же кладбищенская земля. Из того, что я заметила в видео, я могу выдвинуть свое предположение, что содержимое данной емкости не что иное, как цемент с песком, запечатанный пакет которого мирно покоится в паре десятков сантиметров от упавшей банки. Возможно, жильцы этого дома начали делать ремонт, да не успели, или же кто-то пытался своими силами восстановить данное жилище, но разного рода строительные элементы часто встречаются в этом видео. Вторая ночь оказалась более насыщенной на события. Начнем с того, что периодически днем, да и ночью шел дождь, временами сильный. Это можно услышать по характерному шуму на фоне. Возможно, крыша этого дома дала течь, а вода скапливалась в каком-то углублении в полу чердака. Ее уровень постепенно повышался до тех пор, пока она не достигла зазора между досками и не полилась на целлофановый пакет с тем самым шумом, свидетелями которого мы и стали. И действительно, на следующих кадрах видео мы видим подтеки на потолке от протекающей крыши. Как и в первой части видео, паранормальная активность началась после полуночи, только была она уже значительно сильнее. Мы стали свидетелями и странных необъяснимых шагов, и движения дверей, и появление необъяснимых следов на полу. Я не могу предположить, кто или что оставило такие следы. Любопытен тот факт, что следы неравномерные, где-то они более четкие, где-то менее. Вероятно, это связано с затратами энергии, необходимыми для подобного рода проявлений. Возможно, появление мокрых следов именно в этой комнате обусловлено тем, что недалеко от этого места протекает крыша, что мы можем увидеть в момент вспышки фотоаппарата. Все эти мистические проявления были засняты на видеорегистратор ночного видения. Увы, призрака не удалось зафиксировать, но мы смогли воочию лицезреть весь процесс появления его следа на полу. Также зрители заметили пылинку, которая пролетела перед объективом камеры. Да, это не сущность и не орб, это простая пылинка. Вы можете увидеть это сами, проследив траекторию ее движения. Некоторые детали видео я хочу разобрать отдельно, например, звуки. Их было много, в основном это удары по дереву. Есть объяснимые, например, когда Тимофей что-либо задевает во время движения. Есть и необъяснимые. Сущность.
Но я хочу сделать акцент на двух других звуковых проявлениях. В первую очередь, это звук, возникший из-за трения шторки о микрофон Тимофея, а также наложение посторонних шумов. Примечателен этот звук тем, что он напоминает голос, будто произнесший слова «Боишься теперь?». Как знать, было ли это все случайным наложением различных звуков, или же действительно какое-то мистическое проявление, мне это неизвестно. Второй звук менее загадочен, но, опять же, мне он непонятен. То ли это удары железа, то ли электромагнитная помеха. Я надеюсь, что после ознакомления с этим звуком у вас появятся идеи по поводу его происхождения. Идет такое повторение. Теперь нас ожидает моя любимая рубрика «Блики». В данном фрагменте представлен блик от очков Тимофея. Определяется блик просто. Когда Тимофей приближается к камере, свет, попадая на стекло очков, преломляется и отражается на стене. Когда же Тимофей отдаляется от камеры, то и блик исчезает. Довольно обширна подкатегория бликов на камеру ночного видения, что на основную камеру Тимофея, что на регистраторы. Такие блики возникают при наличии направленного источника света, когда луч попадает в оптическую схему объектива и достигает матрицы камеры. Следующий блик возникает уже немного по другой причине. Фонарь Тимофея довольно мощный, расстояние до отражающей поверхности минимальное. Луч света от фонарика падает под прямым углом на поверхность кровати и отражает часть лучей, что и вызывает подобный оптический эффект. При смене же ракурса изменяется и угол падения света. Таким образом и блик исчезает. То, что вы видите сейчас, не является бликом как таковым. Источник света находится в движении, а стоящая у стены лестница перекрывает лучи, и мы наблюдаем простую игру света и тени. В данном моменте видео сочетаются два объяснимых и абсолютно не мистических явления. В первую очередь, это блик от осветителя на регистраторе ночного видения. В этом нет ничего особенного. Второе явление рассмотрим более подробно. Кто-то счел движение пылинки, находящейся перед объективом регистратора, за проявление орба. Проследим траекторию движения этого объекта. За начальную позицию конкретно взятой пылинки мы возьмем тот момент, когда она попадает под инфракрасную подсветку и становится для нас видимой. Можно заметить, что движется она между объективом камеры и Тимофеем по прямой траектории и выходит из поля зрения в районе раковины. По обыкновению, вся пыльная слава достается регистраторам ночного видения, поскольку инфракрасная подсветка очень хорошо справляется с освещением пыли, а сама камера отлично улавливает любые мелкие частицы, появляющиеся перед объективом. Но и основная и экшн-камера Тимофея тоже бывает улавливают движение пыли. В этом нет ничего необычного. Некоторые зрители были поражены гигантскими размерами этой пылинки, кое-кто даже принял ее за призрака. Все объясняется близким расположением этой пылинки относительно объектива камеры, а также интенсивностью подсветки. Несмотря на все обилие пыли, в кадр попадает и нечто другое. Рассмотрим внимательнее этот объект. Он довольно крупный и имеет расплывчатую форму, но самое главное его отличие от других частиц в воздухе. Он находится не перед объективом, а движется позади Тимофея. Лично я считаю, что камера зафиксировала не что иное, как орб. На некоторых фрагментах видео в кадре появляется странное клубящееся облачко. Всего за эти два видео я насчитала 4 подобных явления. Начнем с самого объяснимого. Данное облачко появляется, когда Тимофей начинает спускаться с чердака после его осмотра. Дело в том, что движение Тимофея поднимает в воздух пыль, плотно покрывающую поверхность, а лучи же фонаря просто подсвечивают клубящееся облако пыли. В следующем моменте мы также видим подобное облачко, но тут уже не все так просто. Да, Тимофей наступает на груду ветоши, лежащей на полу, и, теоретически, пыли в ней достаточно для создания такого эффекта, но возникают вопросы. Первое. Почему облако пыли поднимается не сразу, а лишь спустя время? Второе. Почему оно так быстро исчезает, будто взмывает куда-то вверх, ведь пыль оседает довольно медленно? И, наконец, связаны ли повышенные показания на электромагнитном измерителе с появлением этого облачка в кадре? Была ли это просто пыль, или же это было проявление какой-то паранормальной активности? К моему сожалению, у меня нет точного ответа на все эти вопросы. Еще одно появление странного облачка в кадре мы наблюдаем, когда Тимофей только собирается войти в дом. Это явление мы уже не можем списать ни на пыль, ни на пар изо рта. Как будто, когда Тимофей сидел у входа в дом, что-то находилось за его спиной, а затем, попав под свет фонаря, поспешило скрыться. Но был еще один странный эпизод в самом конце второго видео, когда Тимофей рассказывал, что ему придется прервать съемку, поскольку его вызывают на работу. Это облачко сложно заметить из-за яркого дневного освещения. Оно как будто спускается сверху по направлению к Тимофею. Что же это было утром на улице, где свободно циркулирует воздух, для нас таки останется загадкой.
Есть и еще одно явление, которое я не могу объяснить. Когда Тимофей заходит в комнату, его фонарик освещает угол комнаты и кресло. При условии, что свет фонаря не перекрывается, ракурс падения света не меняется, а скорость света примерно равна 300 тысячам километров в секунду, мне кажется очень странным такое движение тени. Она как будто уползает куда-то наверх. Складывается впечатление, будто в этом месте находится какая-то субстанция плотнее воздуха, которая тормозит или же частично поглощает лучи света, не позволяя им достигать поверхности. Все это сопровождается странным щелчком, как от электромагнитной помехи. Такое явление не встречается больше нигде в данном видео, несмотря на продолжительную съемку Тимофеем в стенах этого дома. Кто знает, возможно, Тимофею действительно удалось заснять что-то мистическое и паранормальное, но, возможно, это лишь плод моего личного воображения или же недостаток знаний. Отдельным пунктом я хочу вынести моменты проявления ЭГФ. В этой аналитике я попыталась максимально очистить приведенные аудиозаписи от шумов, посторонних звуков и музыки, но при многократной обработке голос принимает неестественный металлический оттенок. В данном фрагменте я разобрала слово «наконец-то». Но здесь присутствует какое-то искажение, то ли как от эха, то ли от второго голоса, повторяющего то же самое слово. На этой записи тоже присутствует искажение. Здесь я уже слышу «иди отсюда». Оба эти проявления ЭГФ были довольно тихими, и их было сложнее обработать. Но на следующих фрагментах голос уже громче и отчетливее, его проще разобрать. В данной записи я слышу слово «прочь». И последнее из зафиксированных проявлений ЭГФ – слово «готов». Не похоже по интонации, что это был заданный Тимофею вопрос, скорее утверждение, говорящее о готовности кого-либо или чего-либо. Деревня Осмерицы действительно полна тайн и загадок. Мрачные дома, доживающие свой век, странные мистические и паранормальные события, появление необъяснимых теней и белых дымок, голос на аудиозаписях неизвестного происхождения – все это создает давящую напряженную атмосферу и вызывает хмурые мысли. Прошлое этой деревни так и останется для нас сокрытым, но мое воображение рисует угрюмые картины старого, увядающего поселения, жители которого кто уехал в города, кто решил провести последние свои дни в родных стенах. Возможно, дом за домом приходил в запустение в отсутствии своих хозяев, и остался только старик, разделивший свое одиночество с мрачными зданиями, следивший за ними в надежде на то, что однажды в деревню вернется жизнь. Но время идет, ветшают строения, и человек угасает вместе с ними. Кто знает, может и после смерти этот одинокий хранитель продолжает свой ежедневный обход, прогоняя незваных гостей и все ожидая, что вернутся они, близкие и родные сердцу люди.